Итак, всем доброй ночи. Перед вами тыква с очищенной мякотью, пшено, изюм, мед, вино и 6 монет. Ну, еще 4 свечи, намекающие на 4 стороны света. И, собственно говоря, ритуал, который корнями уходит в Древнюю Армению. Дорогие друзья, не скажу, что каждый из вас, но кто-то слышал про армянское блюдо под названием хапама. Видите, сколько сейчас гуляет у нас сущностей. Сегодня день такой. Перед этим работала, кое-что делала, и после этого вот началось. Так вот это блюдо хапама корнями тоже уходит в Древнюю Армению. Очищается мякоть тыквы. Значит, туда приправами заполняется мед, изюм. Разные есть, различные есть рецепты. Рис иногда. Несколько разновидностей изготовления этого блюда. И спускается в тандырь. Это где пекут армянский лаваш. Через некоторое время вытаскивают, и там очень вкусно все это подготовлено. Но хочу вам сказать, что это все пришло именно как бы с этого ритуала, вот это блюдо, в обиход. А ритуал следующий. Отдать свои болезни тем духам, которые за эти болезни отвечают. Но отдать не просто так, а через откуп. Откупиться от них. Дать им подношение, а взамен получить здоровье. И духи эти называются айсы и алки. В армянском языке есть такое слово айсарвель, что в переводе означает поразиться, испугаться, прийти в внезапное исступление. Считалось, что каждый раз, когда наши глаза видят айсов, наше подсознание резко вздрагивает. Либо такие моменты в жизни приводят в нашу жизнь именно духи айсы. Они питаются нашей отрицательной энергией, и поэтому все время нам дают то болезни, то трудности, чтобы мы все время питали их отрицательной энергией. То есть это злые духи, злые силы. Вторые духи, которые называются алки. Алки отвечают за смертность от болезней, за стрессы, за самоубийство, за смертность младенцев. Это алки. Но алки могут и взрослым людям дать болезни на почве стрессов. Если айсы дают на почве постоянных трудностей, да, постоянных депрессивных состояний, алки дают внезапные болезни. То есть это то, что внезапно начинается у человека. Но у каждого из нас есть и внезапные болезни, и хронические болезни, и прочее. Потом, впоследствии, слово «алк» деформировалось в слово «алик», что означает «волна». Считалось, что алки поднимают воды, что они будоражат воду изнутри, и поэтому именно они поднимают эти волны на воде. И вот слово «алик» – «волна» как раз из этого слова «алк». Значит, после они, согласно мифологии, перешли в водные просторы. Но это им не мешает и оттуда творить зло. Дорогие друзья, вот
блюдо хапама как раз пришло из древности подношение злым духом. Когда люди делали вот подобное подношение и излечивались от болезней, потом это перешло в традицию, потом это решили, что может и блюдо вкусное получиться таким образом. Почему именно тыква? Тыква как культура, которая рождается из земли, ближе к земле. То есть это сила земли, намекающая еще на круг земли, на целостность человека. Внутри подношения сладости для того, чтобы смягчить гнев, изюм, чернослив туда иногда добавляли, как плоды, опять же, земли, пшеница, как сила матери земли и приказание, как бы от нее исходящее, да, как брали как землю, мать землю, как посредник в этой просьбе. Вино должно быть хорошее, желательно дорогое. Вино как кровь виноградной лозы, опять же, сила земли. Все это собрано воедино, отдавалось духом подношений. Но и деньги, естественно, деньги как откуп, как некая часть твоей личной энергии, потому что деньги заработаны тобой. И это все отпускалось на водную гладь. Если у вас хронические болезни, они смягчатся, притупятся некоторое время, надолго. Если у вас болезнь наведенная, она может пройти. Если у вас какие-то приступы боли, они тоже могут пройти. В любом случае, все мои ритуалы лечения, они дают очень хороший результат, особенно женская суть. Мне многие начали писать о том, что начались большие изменения, и у некоторых миома пропала, и много чего еще. Попробуйте, делайте все-таки. Есть у меня еще другой ритуал – армянское исцеление. Исцеление вуду. Это все очень сильные работы. Это я Пусе немножко дала, потому что он не дает мне спокойно работать, смотрит прям сиротскими глазами на этот стол, словно он бедный и несчастный, как будто 3 мешка вкусняшек – это мои. На, Пуся, все, кушай и молчи. Итак, в этом ритуале есть и армянские слова. Не обязательно их произносить прямо точь-в-точь, но постарайтесь. Не постарайтесь, а произносите обязательно, потому что это усилит. Это все-таки тот язык, который им более знаком. И это язык обращения к ним. Это санскрити. Ближе всего к санскрите это армянский язык. Итак, дорогие друзья, естественно, ритуал древний, корни древние. Но, естественно, все это создано мной. У меня опять обострился этот невроз на почве работ. Вы же не видите закулисную нашу жизнь. Вот после вчерашних работ мне немного стало хреновенько, потому что работы сильные. Я решила в эти дни выложить очень сильные ритуалы вам в помощь. Это тоже сильный ритуал, поэтому я отмечаю внизу. Почему я отмечаю сильный, очень сильный? Чтобы вы знали и относились к этому, понимаете, ответственно. Перед этим ритуалом 3 дня пост. Постарайтесь без жирного, а мясной вообще исключите. Любое. И сосиски, и пельмени, все что угодно. Исключите мясное, даже можно яйца исключить, чтобы оно получилось наверняка. Итак, вся эта перечень будет внизу написана со временем. Вы знаете, что Яна никогда долго не ждет, она через день-два максимум она уже выкладывает, поэтому имейте терпение и ждите. Нет, значит, записывайте сами.
Так. Это все делаем, оставляем до утра. На следующий день отпускаем в водное пространство. Можно река, можно пруд, можно море. Значения здесь не имеет никакого. Главное, чтобы это была вода. Ой, ну никак не хочет он. У нас все потухло вроде бы. Извиняюсь, все-таки это огонь, с ним шутить не очень. Не очень правильно. Итак, начнем. За 7 гор, за 7 скал, за 7 скал, извиняюсь еще раз. За 7 гор, за 7 скал, в черных пещерах живущие духи, айсы и алки, болезни дающие, страдания дарующие. Как дали болезнь, так забрали обратно. Сожрите недуги с моего тела. Не просто так, а за откуп. Сладость духом подношу. Отдельно все это налить надо, потом просто сверху читать все время. Сладость духом подношу. Продукты должны быть настоящие, желательно хорошие. Не экономьте на своем здоровье. Силу Матери Земли. Силу Матери Земли. Силу Матери Земли. Кровь виноградной лозы. Кровь виноградной лозы. Кровь виноградной лозы. Примите, айсы и алки, мое подношение вместе с моей болезнью. Айсер ев альк, чарнарек, баринтогек, сев девер, сев хевер, խոսքն գործ դառնա, մարմինս առողջանա, արեք, տարեք, սև դևեր, սև խվեր, 7 սարի տակ, 7 քարի տակ, սև ժայռի տակ, իմ ցավն արեք, խոսքը գործ դառնա, մարմինս առողջանա. Да уйдет моя болезнь в черные недра, под черную скалу. Я ночью черное колдовство творю, на крыльях вольного ветра. Айсы и алки, умчите мою болезнь. Спрячьте под камнем или сожрите, но меня избавьте. Не просто так прошу, а откуп подношу. Сладость духом подношу, силу Матери Земли, кровь виноградной лозы. Примите, айсы и алки, мое подношение вместе с моей болезнью. Айсер Евальк, Չարնարեք, բարին թողեք, սև դևեր, սև խևեր, խոսքը գործ դառնա, մարմինս առողջանա. Արեք, տարեք, սև դևեր, սև խևեր, 7 սարի տակ, 7 քարի տակ, սև ժայռի տակ, իմ ցավն արեք, խոսքն գործ դառնա, մարմինս առողջանա. Не я приказала, Отец Арамаст вам приказывает. Его приказ священен, а слушаться не посмеете. Делайте, что велено, не просто так, а за откуп. Сладость духом подношу,
силу матери земли, кровь виноградной лозы, примите айсы и алки, мое подношение вместе с моей болезнью. Айсер евальк, чарнарек, барин тогек, сев девер, сев хевер, хоскен горц дарна, мармине сарохчана. Արեք տարեք, սև դևեր, սև խևեր, յոթ սարիտակ, յոթ կարիտակ, սև ժայռիտակ, իմ ցավն արեք, խոսքը գործ դառնա, մարմինս առողջանա. 6 раз это все нужно прочитать. Когда вы 6 раз общее все это прочитали, немного меня зашатало, честно говоря. Ну, это нормально в таких работах. Когда вы 6 раз прочитали, берете 6 монет. Вот так кидаете, говорите. Берите, что даю, больше не будет. Тело мое от болезни избавится. Так и будет. Ждете, пока свечи догорят. Когда свечи догорят полностью, огарки свечей кидайте туда, закрывайте сверху и заматываете черной ниткой. Можно черной лентой, можно черной материей. Это не столь важно. Просто замотайте так, чтобы оно не открылось. Потом относите. Но тыква должна быть видна. То есть не закрыть его тканью, а просто замотать, чтобы она просто была замотанная. На следующий день 6 монетами отдельно берете 6 монет, относите и отпускайте эту тыкву на водную гладь. 6 раз говорите, пока она плывет. Ветер вольный, водная гладь, через вас передаю подношение духам айсам и айкам. Духи, подношение мое примите, а тело мое оздоровите. Заклято. 6 раз сказали, кинули эти 6 монет и говорите: уплочено. Отвернулись и ушли. Постарайтесь в это место долгое время не ходить, где вы это оставите. Потому что это место впитало вашу болезнь, она должна унести. Поэтому желательно там не находиться некоторое время еще. И через некоторое время вы заметите, как вам станет легче. Станет легче, еще раз делайте. Это подношение можно сделать часто, можно сделать несколько раз в месяц, пока постепенно это все не начнет уходить. Я помню случай, когда вот этот ритуал я дала женщине 2 года назад. У нее были определенные трудности с кожей, кожаные болезни и так далее, и так далее. Не будем сейчас в подробности вдаваться. А через некоторое время я просто ее не узнала. Она прям излучала такую красоту тела, особенно лица. Духи, которые дают эти болезни, эти духи могут и забрать. Нужно просто знать, как к ним обращаться и как попросить. Вот я вас этому и учу. Удачи вам и здоровья.